Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас тест винтов для лодочного мотора Tohatsu 9.8 и аналогов. Я взял несколько винтов. Попробуем оригинальный винт с шагом 8,5, который идет на лодочном моторе Tohatsu 9.8. Несколько винтов от компании Global Marine различного шага. Так, это оригинальный винт с шагом 8,5. Диаметр у него 8,9. Этот винт поставляется в комплекте с лодочным мотором. Так, на данном винте лодочный мотор Tohatsu 9.8 на лодке флагман 330 развивает скорость 40 км в час. Сейчас мы попробуем различные винты. Вот я тут набрал несколько винтов. Так, давайте посмотрим эти винты поближе. Так, вот я сейчас покажу вам винт. Это оригинальный винт Tohatsu с шагом 8,5. Этот винт работает отлично, но налегке дает перекрут. Так, также у меня есть винт с шагом 7,5, тоже 8,9, Mercury Black Max. Винт дорогущий, но сам по себе винт прекрасный. Так. Также у меня есть три винта от компании GL Marine. Давайте посмотрим эти винтики. В принципе, тоже винт сделан неплохо. Вот этот 8,9 на 8,5. 8,9 на 8,5. От оригинала он практически не отличается. Давайте посмотрим. Видите, вот внутренняя часть. Вот. И вот внутренняя часть. Они сделаны вообще по образу и подобию. Так, вот этот винт с шагом 8,5 на 9,5. Это максимальный винт по шагу. И также вот интересный винт. Он у нас саблевидный. Вот эти винты очень сильно похожи на оригинал. А вот винт с шагом 9, он такой немножко саблевидный. Так же, как и винт Mercury Black Max. Он тоже саблевидный. В данном тесте мы посмотрим, какая будет скорость на каждом винте, какие будут обороты. Также для грузовых винтов мы попробуем, какую массу каждый винт сможет поднять на глиссер. Так, все, смотрим, не переключаемся. Также мы ответим на такой интересный вопрос, насколько неоригинальные винты, в частности винты от компании Global Marine, будут хуже, чем оригинальный винт Tohatsu. Потому что многие задаются вопросом, когда им нужно купить винт, есть ли смысл брать оригинал или можно взять аналог. Вот, допустим, неплохой аналог от компании Global Marine. Сейчас мы посмотрим, как поедут эти винты, и сравним также эти винты с оригинальным винтом Tohatsu. Так, для тестов винтов мы возьмем лодочку флагман 330U, как наиболее часто применимую лодку под мотор 9.8. Также, друзья, напоминаю, что для тех, кто хочет купить лодочку флагман, для моих зрителей скидочка 10%. Чтобы получить скидку, нужно связаться со мной по электронной почте или по телефону, который я укажу в закрепленном комментарии. Первый винт GL Marine с шагом 9,5. Видим винтик. Винтик сделан хорошо. Сейчас посмотрим, какие будут обороты и какая будет скорость. Заезд номер 1. Винт с шагом 9,5 Global Marine. GL Marine. Поехали. Global Marine с шагом 9,5 дает где-то 5800 оборотов, скорость 41. В принципе, очень даже неплохо. Данные винты GL Marine вы можете купить в магазине Zip Marine. По моей ссылке будет скидка 10%. Ссылку я укажу в закрепленном комментарии. Так, следующий тест. В лодке 2 человека, я 95, оператор весит 85 примерно. Вот там еще потом третьего посадим, пацанчика. Так, ну что, давайте мерить скорость и обороты. Винт Global Marine с шагом 9,5.
Обороты 5300, скорость 34. Когда на носу сидит скорость 31. Вдвоем где-то скорость стабильная 34. Там 33-34, оборота где-то 5300, 5400. Вот так прыгают. В общем, этот винт отлично подходит для двоих. Сейчас мы посадим еще одного человечка и посмотрим. Так, следующий тест в лодке 2,5 человека. Я 95, Саша где-то в районе 90, Сережа минимум 40, я думаю, даже больше. У Саши 85. Да смотри, он кабанина, он уже 90. А ты сколько весишь? Ты минимум 40. Вот, ну 2,5 человека. Получается общая где-то 230 килограмм минимум. Что, поехали. Винт, 40, что ли? да, винт с шагом 9,5 от Global Marine. Так, смотрим выход на глиссер. Вот здесь тяжелее намного выходит. Так, ну что, вот я протестировал винт шагом 9,5, диаметр 8,5, шаг 9,5 от Global Marine. Винт на самом деле отличный, даже в 2,5 человека скорость где-то 28, обороты где-то 4,900. В принципе, даже вот с такой нагрузкой данный винт использовать можно. Хотя на самом деле лучше, конечно, в одного или вдвоем. 2,5 человека уже винтику уже тяжеловато, моторчику уже тяжеловато. Все, поехали тестировать следующий винт. Так, следующий винтик шагом 9 дюймов, 8,5 на 9, GL Marine. Сейчас посмотрим, какая будет скорость, какие будут обороты с различной нагрузкой. Так, в одного массой 100 килограмм, на лодке флагман 330У, скорость где-то 40, обороты 6300. Чуточку перекручивает. Сейчас посадим второго человека и потом еще возьмем еще одного человека с берега. Так, сейчас следующая часть теста. В лодке винт с шагом 9 дюймов. Диаметр 8,5. В лодке 2 человека, я 95, оператор где-то в районе 90. Сейчас посмотрим, померим, какая будет скорость и какие будут обороты. Пять 733. Так, ну что, вдвоем, в два человека 90 и 95, где-то скорость 33-34, обороты где-то 5700, 5800. В принципе, тоже такой винт с шагом 9 дюймов для двоих человек, для этой лодки отлично подходит. Сейчас посадим еще третьего человека, такого маленького, ну, сымитируем 2 человек и вещи. Так, следующая часть теста. В лодке 3 человека, 95, 90, и Сережа где-то весит 40 килограмм. Сейчас посмотрим, винт 8,5 на шаг 9 дюймов, GL Marine. Сейчас посмотрим, какая будет скорость, какие будут обороты.
Обороты 5500, скорость 28-29. На винте с шагом 9 дюймов GL Marine. Скорость где-то 28-29. Вот такой гурьбой. Обороты 5500, 5400, 5500. В принципе, очень неплохо. Так что этот винт подходит, отлично подходит для двоих человек с грузом. Так, ну вот мы протестировали винтик GL Marine 8,5 на 9. Винт едет отлично, так что рекомендую. По моей ссылке данный винт вы можете купить со скидкой. Винт отлично подходит, ну, в одного немножко перекручивает, в одного с грузом, либо вдвоем с грузом данный винт подходит отлично. На лодке 330. Следующий винтик, который мы сейчас возьмем на тест, 8,9 на 8,5. У этого винта диаметр чуть побольше. Это винт GL Marine. Аналог оригинального винта Tohatsu, который идет в комплекте с мотором. Сейчас мы его оденем и посмотрим, как поедет данный винтик. Внешний винт сделан очень неплохо. Посмотрите. Отличный винтик. Так, винт 8,9 шагом 8,5. Аналог оригинального винта Tohatsu. Смотрим скорость, смотрим обороты. Поехали. Так, ну что, на винте с шагом 8,5, с диаметром 8,9, аналогом оригинального винта Tohatsu, скорости оборота 1 в 1. Вот скорость 40-41, обороты где-то 6500. Точно такие же параметры выдает оригинальный тохатский винт. Единственное, что винт GL Marine стоит в 2,5 раза меньше. Так что делаем выводы. Отличный винтик. Сейчас мы попробуем этот винт еще с одним и с двумя человеками на борту. Следующая часть теста винта с шагом 8,5. Я 95 килограмм, пассажир где-то 90. Сейчас посмотрим, какая будет скорость и какие будут обороты. Все, поехали. Обороты 6000, скорость 34. Так, ну что, на винте с шагом 8,5, даже вдвоем общей массы где-то 200 килограмм, идет легкий перекрут, 6 с хвостиком. Но, в принципе, если вот с такой вдвоем с вещами, наверное, уже будет нормально. Сейчас мы посадим еще человека массы 40 килограмм и посмотрим, что будет дальше. Смотрим, не переключаемся. Так, следующая часть теста, винт 8,9 на 8,5, нас 3 человека. Добавили Сережу. Сережа весит у нас 40 килограмм. Мы где-то вдвоем, где-то в районе 200. То есть 230-240 килограмм общая масса. Винт с шагом 8,5. Полный аналог оригинального винта Tohatsu. Сейчас смотрим, что получается. Что, погнали! Обороты 5200, 5300, 5400. 28, 5700, 30, 31. Так, ну что, в 3 человека, ну в 2,5 человека, получается обороты сколько там, 5700, скорость сколько было? 30-31, да? Обороты 5700. В принципе, хороший винт, полный аналог винта
8,9 на 8,5. Это винт GL Marine. Посадили еще одного товарища, вот в ютубе будет теперь. Сейчас попробуем с шагом 8,5, аналог оригинального Тахатсу. Посмотрим, получится ли выйдет на глиссер. Я думаю, что выйдет на глиссер мы не выйдем, но попробовать, я думаю, стоит. Так, ну что, пробуем. Народу у нас, ты сколько весишь? 80? 85, да, 90, 80. Я 95 и Сережа 40. Я думаю, ну, да, где-то 300 с чем-то килограмм, 310. Я думаю, на глиссер мы не выйдем, это ж не... Хотя 15. Слушай, почти. Слушай, вышли на глиссер. 5800, 580, 21. 3,5 человека. Так, ну что, винт шагом 8,5 меня просто удивил. Получается 310 килограмм примерно точно. И мы выходим такой прям глиссер на грани, где-то 21, 20, вот так, ну 19. Ну, 20-ка стабильная. Так что вообще супер винт. Супер винт. Винт от Global Marine. Так, ну что, вот мы прокатились на винте от Global Marine. 8,9 на 8,5. Винтик просто удивил. 3,5 человека, мы вышли на глиссер. Общая масса больше 300 килограмм. И обороты 5000. Отличный винт. Рекомендую. Так, ну вот я поставил на Тахатсу 9,8 винт с шагом 7,5. Mercury Black Max. Видим, какой прекрасный винтик. Сейчас посмотрим, на что будет способен этот винт. Этот винт, конечно, является грузовым. Вот. Но, однако, мы посмотрим, какие он даст показатели в одного, вдвоем, втроем. Так, ну что, винт шагом 7,5. Понятно, что этот винт в одного будет перекручивать, но сейчас посмотрим, что получится. Даем полный газ и поехали. Подрыв бешеный. Добавляем газу. Так, ну что, в одного где-то 6700, скорость где-то максимум 35. Ну, явно винт для двоих, а может быть и даже для троих. В одного винт такой использовать нет смысла. 6700 и всего-навсего 35 км в час. Так, следующая часть теста винта с шагом 7,5. Так, 2 человека, я 95, второй пассажир 90. Сейчас посмотрим, какие будут обороты и какая будет скорость. В одного данный винт шагом 7,5 очень сильно перекручивает. Скорость где-то 35, а обороты 6600 там, до 6700. Ну что, погнали? Обороты 6100. 6150. Перекручивает. Так, ну что можно сказать? Винт шагом 7,5 даже для двоих человек он слишком легкий. Он перекручивает, мотор перекручивает, обороты где-то 6200, скорость всего там 33 примерно. 3 человека, 95, 90 и 85. Винт шагом 7,5 Mercury Black Max. Сейчас посмотрим, какая будет скорость, какие будут обороты. Почти 28, 29.
Так, ну, в общем, втроем, тут общую массу я потом приложу. Скорость где-то, сколько там было? До 31. До 31, и обороты где-то в районе 6. Ну, в общем, вот этот винт, он минимум по 3 человека на этой лодке, минимум по 3 человека. Вот у нас тут прекрасный моторчик обкатывается. Лодка такая же, кстати. Подводя итог, винт с шагом 7,5 отлично подходит для 3 человек. И даже с грузом. Я думаю, что если пока посадить еще одного человека, ну такого не тяжелого, я думаю, что мотор выйдет на глиссер. Поэтому вот винт с шагом 7,5 как грузовой вообще идеальный. 3 человека с грузом точно вытянет. На лодочке флагман 330О. Так, сейчас тестируем винт с шагом 8,5, оригинальный винт Тахацу. Попробуем сейчас вдвоем, в одного, вдвоем и Сережа еще в 2,5 человека. И посмотрим, какая будет скорость, какие будут обороты. Оригинальный винт с шагом 8,5. Смотрим скорость, смотрим обороты. Поехали. В лодке 1 человек, массой 100 килограмм. Так, ну что, на оригинальном винте шагом 8,5, в одного обороты 6400, скорость 40-41. Так, ну что, вторая часть теста оригинального винта шагом 8,5. В лодке 2 человека, я 95, оператор где-то в районе 90. Да. Сейчас померим скорость, померим обороты. А потом сравним эти показатели с неоригинальным винтом, с таким же шагом, с такими же параметрами от компании GL Marine. Обороты 5800, скорость 34. 5850. Так, ну что, оригинальный винт Тахацу шагом 8,5 отлично подходит для такой загрузки. Обороты где-то 5800, скорость 34 стабильный, так даже бывает 35. Так, следующая часть теста. В лодке 2,5 человека, 2 где-то в районе 100 и где-то 200, общая где-то 240 килограмм. Сейчас посмотрим, какие результаты будут на оригинальном винте с шагом 8,5, диаметром 8,9. 600 почти, 30. 5600. 30 километров в час. 5600. $5600, 31. Так, ну вот мы прокатились на оригинальном винте с шагом 8,5, скорость где-то 30-31, обороты в районе 5500-5600. В принципе, тоже неплохо. Этот винт подходит для такой загрузки, можно сказать, идеально. В общем, какой можно сделать вывод? Штатный винт с шагом 8,5 идеально подходит для 2 человек с грузом. В одного такой винт будет перекручивать. Все. Смотрим, переключаемся. Всем пока. Так, ну что, вот мы прокатились на лодке флагман 330У с лодочным мотором Taihatsu 9.8 на различных винтах. Что можно сказать? Все винты, в принципе, хороши, все винты, которые мы протестировали, они как бы нужные, да, то есть бесполезных винтов в данном тесте нету. У каждого винта своя задача. Винт шагом 9,5, он такой, подожди, Сереж, он для того, чтобы кататься налегке, в одного, либо в одного с каким-то небольшим грузом.
Винт с шагом 9 подходит как в одного, так и уже неплохо работает вдвоем. Винт с шагом 8,5, как от Global Marine, так и от самого Tohatsu. Это такой универсальный винт, который подходит для двоих. В одного он, конечно, будет перекручивать, в одного тоже можно ходить аккуратно. И также данный винт, в принципе, поднимает достаточно приличную нагрузку. Так, и последний винт с шагом 7,5. Это уже винт такой максимально грузовой. На этом винте даже я умудрился вытащить ватрушку, не ватрушку, гидроцикл с пассажиром массой 90 килограмм. То есть это винт уже такой минимум для двоих. Он даже вдвоем он немножечко перекручивает. Поэтому, надеюсь, я смог осветить все вопросы. На все вопросы я смог ответить. Данные винты, вот, кстати, которые от компании Global Marine 9 шага и шага 9,5, они очень хорошо работают для лодки налегке. Данные винты вы также сможете купить по моей ссылке со скидкой в 10%. Пишите в комментариях все, что вы думаете. Напишите, какой у вас винт, на какой лодке вы катаетесь. Мне будет интересно. Всем пока, до новых встреч. Все, всем пока. Всем пока, до новых встреч на следующего серии. Конец.